Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Приветствую вас на канале Ленивый огород. Прошло 2 недели после высадки рассады томатов в грунт, а значит пора провести первую подкормку томатов. Перед подкормкой внимательно осматриваем кусты, чтобы понять, что именно сейчас нужно нашим томатам. Если листики маленькие светло-зеленого цвета, растению не хватает азота. Для первой подкормки азотным удобрением можно использовать раствор сброженной зеленой травы. 1 литр настоя растворяем в 10 литрах воды и поливаем по литру под куст томата, предварительно хорошо полив грунт. Можно использовать настой птичьего помета, разведенного 1 к 20. Как приготовить настой помета, есть видео на моем канале. У меня растениям азота хватает, они уже зацвели и завязываются первые кисти томатов. Значит, их нужно поддержать фосфорно-калийным удобрением. Перед подкормкой поливаю тщательно все кусты. Одновременно с первой подкормкой томатов я начинаю обрезать нижние листья, чтобы они не касались грунта. Обрезаю по 1-2 листика за раз. Убираю все лишние пасынки. Торопиться с обрезкой листьев не стоит. Благодаря листьям растение проще переносит жару в теплице. Для подкормки я буду использовать монофосфат калия. Это быстрорастворимое удобрение, оно меня полностью устраивает. Для приготовления раствора столовую ложку растворяю в небольшом количестве воды. Хорошенько перемешиваю и выливаю в 12-литровую лейку. Лейку наполняю водой доверху. Поливаю по 1 литру подкормки под каждый куст томата. После подкормки мульчирую томаты перегноем или подсохшим кокосовым грунтом. Сверху рассыпаю столовую ложку диатомита под каждый куст. Благодаря диатомиту муравьи не таскают тлю и нет мокриц. К тому же диатомит увеличивает урожай томатов. Вместо монофосфата калия можно также использовать нитромофоску. Она содержит азот, фосфор и калий. Для подкормки нитромофоской столовую ложку разводим в 10 литрах воды и поливаем по литру под куст. Также можно использовать суперфосфат с сульфатом калия. На следующий день вечером я буду опрыскивать кусты завязью. Препарат я развожу по инструкции. Вместо завязи также можно использовать борную кислоту, пол чайной ложки. Разводим в горячей воде и выливаем в 5 литров воды. Также можно использовать препарат Бора Плюс. Его тоже разводим по инструкции. На теплицу я накинул затеняющую сетку. Она снизит температуру в теплице на несколько градусов, что благоприятно скажется на урожае томатов. Я надеюсь, информация вам была полезна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заглядывайте еще. Удачи, увидимся!